Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Это смартфон от компании Nothing Phone 1. По-простому, ничефон. 900 диодов сзади и уникальный дизайн. Но о нем я рассказываю не сегодня. О нем я расскажу в ближайших выпусках. Плюс я готовлю, конечно же, сравнение с другими смартфонами, которые находятся примерно в этой ценовой категории. И он, Nothing Phone, не пришел в Россию. И сюда он никогда, скорее всего, не придет. По крайней мере, в ближайшее время. А вот это Realme GT 2 Pro. Смартфон, который официально пришел в Россию. 1 000 000 баллов AnTuTu. Крутейший дисплей LTPO версии 2.0 от компании Samsung. Прикольная камера IMX766 с оптической стабилизацией, но здесь еще есть и микроскоп. Супер быстрый, достаточно энергоэффективный. У него очень прикольная вибра, да и вообще им пользоваться супер приятно, тем более, что он легкий, 188 граммов веса. Но самое главное, это цена. В России она в 2 раза больше, чем в Китае. В общем, сегодня я вам рассказываю про этот смартфон. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! И в первую очередь давайте скажем спасибо компании Realme за то, что они в эти современные реалии не боятся работать с Российской Федерацией и поставляют сюда свои смартфоны. Это флагман. Но вообще я бы сказал, что Realme сейчас являются топом за свои деньги, но в бюджетном сегменте. Там, где раньше были Redmi, там, где раньше правили балом Xiaomi, там теперь Realme. Потому что Redmi стали дороже, а Realme дают прямо топ за свои деньги. То есть смартфон за 12-15 тысяч рублей только Realme. И у Realme вообще сейчас глобальный рост по всему миру, в России в том числе, плюс 100, плюс 200, плюс 300% в продажах каждый год. Но, возможно, именно из-за того, что у ребят есть такой рост, они в России поставили цену на этот смартфон 89 тысяч рублей. Хочется просто схватиться за руки и спросить, как так? Почему вы считаете, что мы такие богатые? Нет, это, конечно, очень приятно. Компании Realme за это большое спасибо. Особенно, если посмотреть на Китай, потому что оттуда можно этот смартфон привезти за 45 тысяч рублей. Да, это будет какая-нибудь китайская версия, но это будет 45 тысяч рублей. А в России 90. Да, сейчас есть какая-то скидка в 10 тысяч, но окей, 80, но в любом случае очень дорого. Хотя, с другой стороны, да, айфоны, бывшие официалы, продают сейчас за 150, за 140 тысяч рублей, а рядом в сером магазине айфоны продаются уже по 80. В общем, смотрите, друзья, я думаю, что так. Мы сегодня обсуждаем не смартфон за 90 тысяч рублей, давайте договоримся. Мы сегодня обсуждаем смартфон, который очень классный и который в Китае можно купить гораздо дешевле. И вот если смотреть на этот смартфон с точки зрения покупки, то он, честно говоря, очень крутой. Во-первых, он невероятно быстрый. 1 000 000 баллов в AnTuTu. Вот, 999 696 и нагрев до 38,6 градусов. Правда, потеря аккумулятора минус 6% чуть-чуть многовато. Хотелось бы 5 или 4. Если посмотреть на график тротлинга, все начиналось на самом деле неплохо, но после 20 минут 100 потоков все-таки идет достаточно сильное проседание, 60%. Но эта информация, по сути, важна только тем, кто занимается чем-то тяжелым. Например, играет в игры Genshin Impact. Его безумно удобнее держать в руках, потому что толщина всего лишь 8,2 мм, а весит он 189 граммов. У него сзади покатые грани. И вот тот материал, из которого он сделан, это там типа какая-то бумага, сжатая, не сжатая, еще что-то. Короче, типа экологический смартфон. Плюс определенная фишка в дизайне. Единственный момент, который меня смущает, насколько долго этот задний материал будет оставаться нетронутым. Но компания Realme позаботилась о том, чтобы не было проблем, и положила чехол, черный чехол. Блин, Realme, камон, нафиг там черный чехол с белым смартфоном. Ну сделайте хотя бы его, не знаю, прозрачным, например, или еще что-то. Этот чехол, кстати, очень похож на другие чехлы от компании BBK. У OnePlus, например, подобные чехлы, такие матовые, прикольные. Но у OnePlus был как раз-таки прозрачный чехол, по-моему, в OnePlus 8. Ну и вообще, мне кажется, кощунство какое-то. Черный чехол на белый смартфон. И несмотря на то, что здесь экран достаточно большой, 6,7 дюймов, это AMOLED, в руке все равно этот телефон лежит очень компактно. Ну, экран тут, конечно, классный. Это LTPO версии 2.0. Он может изменять частоту в зависимости от того контента, который вы смотрите. То есть анимация на смартфоне у вас, предположим, в 120 Гц, а при этом ютубчик будет в 60 Гц. Хотя, честно говоря, все эти переменные частоты, они работают так себе. То есть очень много где, вот в этом смартфоне тоже, есть по-прежнему приложения, которые, ну, как будто повфризиваются. Ты берешь, листаешь ленту какой-нибудь запрещенной сети, Инстаграм или еще что-то, и как будто бы она подтупливает немножечко. Возможно, это кто-то сверху подтормаживает эту соцсеть, потому что вообще телефон просто летает невероятно быстро. Отклик сумасшедший. 1000 раз в секунду этот смартфон опрашивает экран, нажали вы на него или нет. Ну, просто молниеносная реакция. В принципе, этим славятся смартфоны от BBK, OnePlus,
Realme просто очень-очень быстро. И еще что самое интересное, если мы хотим получить вот этот быстрый эффект, нам даже не обязательно покупать флагман. Можно взять, например, OnePlus Ace или Realme GT Neo 3, и они тоже невероятно быстро будут работать, плюс там процессоры, которые выдают 700 тысяч баллов, но при этом эти смартфоны можно купить там за 25-30 тысяч рублей. Это очень крутые варианты. То есть в современном мире флагманы на самом деле не являются необходимостью. С учетом, кстати, того, что там стоит тот же самый сенсор от компании Sony IMX766. Но про сенсор мы сегодня поговорим. И про камеру-микроскоп тоже. Естественно, у нас 120 Гц. Естественно, у нас HDR10+, яркость 500 нит в обычном режиме, 800 нит в автоматическом режиме. А если вы под палящим солнцем находитесь, да еще смотрите HDR-контент, до 1400 нит может подниматься яркость. Короче, под солнцем, в пустыне, где угодно, картинка будет очень контрастная и хорошая. И здесь, кстати, как многие любят, абсолютно плоский экран. Точнее так, 2,5D стекло. Но эти закругления практически не чувствуются. И еще и сверху пленка, которая наклеена с завода. А еще у нас есть полноценный Always On Display. То есть постоянно отображается информация о времени, уведомлениях, аккумуляторе и, конечно же, сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев у Realme очень крутой. Ты просто нажал и все. Раз и все. Если компания Apple решит все-таки использовать сканеры отпечатка пальцев в своих смартфонах, им надо обязательно использовать те, которые берут в себе Realme. Работает фантастически. Конечно же, разблокировка по лицу тоже работает очень круто. Я всегда говорю, надо настроить только две вещи. Первое, чтобы когда вы брали смартфон, он пробуждался. И второе, сразу же вас сканировал и переходил на рабочий экран. Кстати, сверху у нас стекло защитное Corning Gorilla Glass Victus. Это предпоследнее, то есть прошлогоднее, 2021 года. Кстати, при большом желании с этим смартфоном можно проделать тот же трюк, как и с айфоном, и еще с какими-то. Это поставить ровно на нижнюю грань. Делать на самом деле я это не рекомендую, потому что, на самом деле, как это ни парадоксально звучит, смартфон может упасть и, не дай бог, еще и разобьется. И здесь, кстати, хороший виброотклик. Он не такой классный, как на OnePlus 10 Pro или на Xiaomi 12 Pro, потому что он у них такой жирный и массивный. Здесь такое постукивание, как, в принципе, у OnePlus и у Realme. Но есть возможность настроить это постукивание, сделать его более интенсивным или менее интенсивным. Кстати, в сканере отпечатка пальцев встроен еще пульсометр. То есть вы можете, приложив палец, измерить свой пульс. Конечно же, это не медицинский показатель, но все равно прикольно. Я не знаю, какое количество людей этим пользуются, потому что в основном, наверное, все, кому это важно, носят гаджеты на руках. Но все равно прикольно. За быстродействие смартфона отвечает топовый Snapdragon 8 Gen 1. Он, кстати, неплохо работает. Как мы с вами выяснили уже, практически миллион баллов в AnTuTu. Есть неплохо работающая система охлаждения, и с тротлингом в целом все в порядке. У меня здесь версия на 12256, и если очень хочется, можно добавить еще и даже 7 гигабайт виртуальной памяти. Мы помним, что это маркетинг, по большому счету толка от этого никакого нету. И если включить эту опцию, не сказать, что большее количество приложений висит в памяти, но вполне возможно, через какое-то время с этой опцией все-таки что-нибудь допилят, и она будет работать получше. Вообще, если вы никогда не пользовались Realme UI, это то же самое, что ColorOS. Это очень быстрая, очень точная, вылизанная по полной программе операционная система, которая классно работает как на дорогих смартфонах, так и недорогих Realme. То есть, если вы купите себе Realme 1000 за 10, за 15, какой-нибудь там Narza, можете быть уверены, он будет работать очень плавно и очень корректно. Плюс у нее большое количество возможностей, кастомизации и всего остального. Тут уже речь не идет о каких-то темных темах и так далее. Нет, настраивать можно практически все. Ну и самое главное, конечно же, она работает молниеносно. И знаете еще какой момент, с которым я периодически сталкиваюсь? Вот я рассказываю о чем-то, и мне нравится, как работает эта система. А люди заходят в комментарии и говорят: Филипп, да ты нас обманываешь, да система глючная, да там вот эта проблема, вот эта проблема. И так получается, что я не сталкиваюсь с этой проблемой, а вы сталкиваетесь. Поэтому если у вас, друзья, были какие-то проблемы с Realme UI, и вы считаете, что именно из-за нее у вас были трудности, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это были за глюки и с чем вы столкнулись. Я уверен, что всем людям, которые смотрят этот ролик, будет интересно, самое главное, полезно. Потому что это опыт использования, и люди таким образом выбирают взять один смартфон или другой. Но вот у меня лично знакомство с Realme началось с Realme X2 Pro, по-моему, да, так он назывался. Я его покупал на Авито, по-моему, за 30. Он до сих пор у меня лежит дома очень быстро. Невероятно крутой смартфон. Это было несколько лет назад. И вот тогда я понял, что Realme, оказывается, очень-очень крутые. Кстати, максимальная версия, которую вы можете купить, это 12512. И на количество памяти нужно обратить внимание, потому что здесь нету слота для дополнительных карточек, поэтому выберите вы 128, 256 или 512, это важно. 128 лучше, конечно же, в современных реалиях уже не выбирать, потому что, в принципе, маловато. Особенно, если вы любите снимать видео, особенно, если вы любите снимать 4К видео. Я уж молчу про то, что здесь можно снимать 8К видео. 8К 24 кадра в секунду. Давайте о камерах поговорим. На 50 мегапикселей от компании Sony IMX766. Этот модуль стал таким, знаете, универсальным. Его ставят и топы, например, Realme GT 2 Pro, у Xiaomi он стоит, а также ставят его и предтопы, например, Xiaomi 12X или Realme GT Neo 3 или OnePlus Ace. И что самое интересное, у разных производителей он по-разному работает. Это вообще самое прикольное. То есть я делал видео, сенсор Sony
IMX 766 на разных смартфонах. И мы видели, насколько большая разница. Я вот здесь оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Вообще я немножечко заморочен на всяких видосах про камеры, поэтому если вам это интересно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать эти интересные выпуски. У меня видео на канале выходит каждый день, если вы вдруг не в курсе, так что я постоянно рассказываю о чем-то. Вот, например, Nothing. У него тоже, кстати, IMX 766. А давайте сделаю сейчас фотографию, и мы просто взглянем на секундочку, что у нас получается. Ну вот так вот на первый взгляд видно, что на Nothing у нас чуть потеплее картинка. Видите, на Realme немножко отдает холодком таким. При этом надпись B2, которую мы видим, она чуть более контрастная на Realme. И я бы сказал, что детализация чуть выше на Realme, потому что если посмотреть на асфальт, который находится особенно вот там вот сзади, видно, что на Realme мы видим поверхность асфальта, а на Nothing она уже немножко теряется. В общем, про Nothing я расскажу совсем скоро, потому что сегодня я рассказываю про Realme. Кстати, если нужно сделать сравнение, например, Realme с Samsung, не обязательно брать ультра-версию, пускай это будет Galaxy S22 Plus или обычный, у них все равно основной сенсор одинаковый. Или, может быть, надо сравнить с каким-нибудь Xiaomi или еще с чем-нибудь. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что я сейчас готовлю новые ролики, и мне важно знать, что вам интересно знать про этот смартфон. Хочется делать те ролики, которые будут приносить вам пользу. Помимо основной камеры, у нас также 50-мегапиксельная камера ультраширокая, 150 градусов развертка, есть такая опция. И еще здесь есть микроскоп. 3-мегапиксельный микроскоп с апертурой 3.3. Ну вот я вам сейчас показываю фотографии, которые можно делать при помощи микроскопа. По большому счету, нафиг не нужная вообще история, ну только для каких-то диких энтузиастов. Но почему-то компания Realme решила, что сюда надо поставить микроскоп. Я, конечно, хотел бы, чтобы сюда поставили какой-нибудь портретный телевичок. Увеличение в 2 раза или в 3 раза. Тем более, что это флагман. Некоторое время назад выходил Realme X3 Zoom. Так вот, там было 3-кратное, по-моему, увеличение. И, по-моему, на моей памяти это единственный Realme, у которого было 3-кратное увеличение. Короче, дорогие мои Realme, пожалуйста, установите во флагманский смартфон телевичок, чтобы можно было делать классные портреты. Потому что микроскоп — это, конечно же, очень круто, но ты им не будешь пользоваться каждый день. При этом телевичком ты будешь пользоваться каждый день, потому что ты фотографируешь друзей, знакомых, любимых, детей и так далее. Ну и эти фотографии ты потом можешь использовать. А что ты будешь делать с фотографиями, которые ты сделал на микроскоп? В общем, если нужно сделать сравнение с другими смартфонами по поводу камеры, напишите об этом в комментариях, с чем нужно сравнить. Да, кстати, здесь ведь у нас и большой аккумулятор. 5000 мАч, и еще зарядка на 65 Вт. Эта зарядка дает возможность заряжать смартфон примерно за 35-40 минут. И в целом так оно и получается. Но с учетом того, что у нас здесь стоит Snapdragon 8 Gen 1, мощнейший процессор, то, конечно же, у нас не будет, знаете, там 6-7 часов работы экрана. Нет, все равно здесь получается примерно стандартные 5 часов работы экрана. Это, знаете, как с автомобилем. Чем мощнее у вас двигатель, тем больше у вас расход. И не получится иметь 6-литровый мотор и при этом расход типа 10 литров на сотню. Поэтому не надо переживать, что у флагманов большой расход. Так оно и должно быть. Я вообще, знаете, сказал, что все флагманы на андроиде держат примерно одинаково. 4-5 часов работы экрана. И есть только один флагман, который держит больше, 7 и 8 часов работы экрана. И это iPhone. Да, вот такая вот интересная история. Раньше iPhone плохо работал, а сейчас хорошо. Ну, в плане аккумулятора уж точно. По звучанию у нас здесь все хорошо, потому что здесь стоят стереодинамики. Единственное, что звук больше идет с нижней части, потому что здесь не разговорный динамик, а именно динамик. А с верхней стороны у нас звук идет из разговорного динамика. Плюс Bluetooth версии 5.2, есть поддержка высококачественных кодеков. Если у вас какие-то есть хорошие наушники, которые все это дело поддерживают, aptX, например, HD, ну тогда вы можете слушать более качественное аудио. Хотя все равно это самое аудио зависит от того, откуда вы его слушаете. И если вы его слушаете со Spotify, Яндекс и так далее, тут не надо говорить о каком-то высококачественном аудио. Там обычное аудио, и оно ничем не будет отличаться от чего другого. Снизу у нас USB Type-C второго поколения, не быстро будут файлы передаваться по проводу. Если вы наснимаете 8К, блин, это реально очень долго, когда вы подключите смартфон к вашему ноутбуку и будете перекачивать эти файлы. Вот в целом, знаете, какая-то странная ситуация. С одной стороны, у нас очень классный смартфон, действительно мощный, быстрый, и им безумно приятно пользоваться, и испытываешь удовольствие от того, что он у тебя в руках. С другой стороны, блин, ну поставить такую цену в 90 тысяч рублей в Российской Федерации, ну это очень как бы смелое решение. Мне, конечно, сложно говорить за людей, которые принимали решение, но мы все понимаем, что можно зайти на соседнюю площадку и просто
просто приобрести там смартфон в 2 раза дешевле. Помню, что в прошлом году, кстати, Realme GT тоже изначально выставили, по-моему, 1050, когда он в Китае продавался за 30. Но выводы, может быть, даже и не были сделаны. Собственно, на этом все, друзья. Жду от вас комментарии по поводу этого смартфона, что с ним дальше сделать и с чем сравнить. Ну а я, как всегда, говорю вам огромное спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, лайк, потому что именно за счет лайков видосы продвигаются, ну и современные ютуберы российские могут как-то двигать свой контент. Также комментарии, конечно же, имеют огромное значение. С чем сравнить? Пишите все вниз. Ну а меня зовут Фил, мы с вами совсем скоро увидимся и услышимся. Это канал Честный Блог, здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливы, пока!